Все цветет и пахнет, как говорят, приятно. Какая красивая пора. Мало кого оставляет равнодушным. Соцветие, посмотрите, запах приятный, никого не оставит равнодушным. Почему осыпаются соцветия на винограде? Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Как вы поняли, сегодняшняя тема касается соцветия или будущего урожая. В последнем ролике в комментариях много комментариев, где вы спрашиваете, в чем же причина, почему усыхают или осыпаются соцветия. Постараемся тоже ответить в этом ролике, какие есть причины или основные причины. Вы знаете, скажу так, одной причины не бывает. Почему? Потому что агрофон разный, виноградники разные, условия разные, климатические условия разные, болячки разные и можно это долго перечислять. Итак, давайте все по порядку. Я набросал себе основные причины и сейчас постараюсь вам зачитывать их и обсуждать вместе с вами. Первая причина – особенность сорта. Что означает особенность сорта? Есть сорта, которые склонны к осыпанию. Вот только дотронешься до куста, а можно даже не дотрагиваться. Ветер поднялся, немножко вот так вот мотыляет побеги и все потихоньку осыпается. Такое ощущение, что соцветия какие-то суховатые. Вот посмотрите сейчас на экране. Вот мы подошли к кусту ландыш. Вот я только дотрагиваюсь до соцветия. Посмотрите, как они осыпаются. Они плохо держатся. А вот теперь давайте посмотрим на другой сорт. Посмотрите, я беру руками, трясу, ему хоть бы что-то частично отпадает, но в основной массе все держится. Вот и вся разница, особенность сорта. Такие сорта, как ландыш или хризолит, тоже осыпается. В этом случае мы ничего не можем сделать. Это особенность сорта. При скрещивании определенных сортов получился именно такой сорт. И все. Просто нужно смириться. Эти сорта во время цветения не подходить, не трясти их, не делать на них зеленые операции. Все, что сам сбросит, сбросит. Все, что останется, все наше. Итак, это была первая причина. Идем дальше. Вторая причина. Я написал себе болезни. Какие болезни? Это серая гниль, белая гниль, черная гниль и так далее. У винограда есть гребень. И гниль – это плесень. Плесень, он чем-то, это паразит такой, он чем-то должен питаться. Заводится гниль на плодоножке, на гребне и начинает своими, образно говоря, щупальцами высасывать всю влагу. Если влага не подходит к ягодам, если гребень усыхает, потому что серая гниль забирает всю влагу, ну, о чем можно говорить? Поэтому все осыпается. Одна из причин или главных причин тоже это болячки или серая гниль. Как можно определить, серая гниль у вас или нет? Зайдите в интернет, в поисковике наберите «серая гниль на винограде», фото, и вы увидите, как оно выглядит. Обычно гниль располагается снизу гребня, не сверху располагается, а снизу. Внизу вот здесь более мягкая клетка, и ей проще протыкать и высасывать эту влагу. Обращайте на это внимание. Что здесь можно сделать или меры борьбы? В баковую смесь перед цветением мы обязательно добавляем препарат Switch. Или можно добавить хорус, или какой-то другой препарат. Кто-то луну использует. Какой есть препарат от гнилей? Ну, мы считаем, что один из прекрасных препаратов – это Switch или хорус. Вот эти два препарата прекрасно работают от гнилей. Ну что, идем дальше. И третьим фактором осыпания соцветий я написал неподходящие погодные условия. Ну, о чем идет речь? И здесь много-много нюансов. Первое – дожди или сильные дожди, проливные дожди. Представьте себе, идет проливной дождь, а соцветие скинуло колпачки и нуждается в опылении. Нуждается, чтобы ветер сейчас поднял эту пыльцу, чтобы она разлеталась здесь, опыляла. А дождь проливной идет и смывает всю эту пыльцу. Пыльцы нет. Соцветия остались неопыленными, они пустые, и поэтому они осыпаются. То есть одна главная причина также – это сильный или проливной дождь во время опыления.
Что еще входит в список неподходящих погодных условий при цветении? Сильная жара. Недавно у нас на днях было плюс 35-36 градусов. Здесь Белгород, Белгородская область. 35 градусов – это неподходящее условие для цветения. Пыльца становится стерильной, нефертильной, неспособной опылить или оплодотворить. Хочу вам сказать, что идеальная температура во время цветения плюс 25 плюс 28-29 градусов. Это идеальная температура. А если стоит сильная жара, температура плюс 10 и выше от этих показателей, то высыхает жидкость на рыльцах цветов винограда, необходимая для лучшего прилипания пыльцы при опылении. Следующая причина – это ветер. Ветер может быть как другом, так и врагом. Легкий ветер – это друг, потому что легкий ветер гуляет по всему винограднику, берет пыльцу здесь, принес сюда, здесь взял, принес сюда и смешивает эту пыльцу, и хорошо все опыляется, равномерно опыляется. Но когда стоит ураган, представьте, всю пыльцу просто сдует. Поэтому ветер тоже является одним из факторов или положительно влияющих на опыление, или отрицательных. На это тоже будем обращать наше внимание. Также есть много и других причин. Например, изобилие азотных удобрений в почве и нехватка других минералов. Это тоже есть причина, когда плохо опыляется или осыпаются наши соцветия. Также хочу сказать, что еще есть одна большая или главная причина – это нехватка влаги. О чем идет речь? Вот представьте себе, не хватает кусту влаги для жизнедеятельности. Например, стоит сильная жара. И вы подходите к кустам винограда и смотрите на листики, а листик почти увядает. Коронка ровная, она не загнутая, значит не хватает влаги. Представьте, стоит сильная жара, а вы до этого не пролили куст. Кусту не хватает влаги, и куст борется за выживание, за самосохранение. Вот простой наглядный пример. Представьте себе человека, который находится на корабле, а корабль тонет. Вопрос: здравомыслящий человек будет держаться за чемоданы или спасать свою жизнь? Ну, конечно же, спасать свою жизнь. То же самое здесь срабатывает инстинкт самосохранения. Ну, все лишнее сбрасывает, чтобы выжить, чтобы не погибнуть. То же самое происходит на кустах винограда. Поэтому перед цветением за несколько дней мы обильно пролили все наши кусты винограда. Если вы не успели пролить ваши кусты, и они сейчас чахнут, они угнетаются, то, конечно же, лучше дать немного воды. Да, какая-то часть осыпется, но это не критично. Но вы поддержите жизнедеятельность ваших кустов. Конечно же, есть еще много других причин. В каждом случае нужно разбираться. Вы на месте, вы у своего виноградника, вы услышали эти причины. Теперь можно подумать, а что же в моем случае? Можно подойти к соцветию, рассмотреть его, есть ли болячки или нет, чистое соцветие или нет, или есть пятнышки, точечки, уже серая гниль, и соцветия уже усыхают и осыпаются. Или стоит сильная засуха, или не хватает влаги, и можно это долго перечислять. Поэтому каждый должен, первое, вникать, и второе, прикладывать усилия. Также, пользуясь случаем, хочу сказать, что есть вторая крайность. В одном случае, когда все осыпается, во втором случае переопыляется. Грозди винограда, как качан кукурузы. Что делать в этом случае? Что мы делаем в этом случае? Следующий ролик постараемся посвятить этой теме. Ну что, давайте здесь остановимся. Надеемся, что информация была интересная для вас и полезная. Понравилось? Ставьте палец вверх. Не подписаны? Подписывайтесь на наш канал. Сезон виноградный в разгаре. По возможности будем снимать ролики, также интересно, полезно и все вам показывать. Как обычно, хочу пожелать вам самого доброго, самого хорошего, крепкого здоровья вам и вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Успехов!